жизни в Сербии, о плюсах и минусах, а также о трудностях, с которыми мы столкнулись при переезде в эту страну. Давайте познакомимся. Меня зовут Алена, муж Сергей и сын Максима 11 лет. В данном ролике расскажем о том, как выбирали дом для покупки. Когда мы рассматривали покупку недвижимости в Сербии, то между домом и квартирой мы все-таки больше склонялись к покупке дома, так как у нас уже была практика проживания в частном доме в Подмосковье, в который мы с удовольствием перебрались из квартиры. И тоже мы также хотели больше пространства иметь, а также иметь возможность как-то влиять на коммунальные услуги, в которые в квартире невозможно никак. Есть квартплата, и все, ты обязан платить. А все-таки в частном доме у тебя есть разные варианты отопления, расходования воды, там, по электричеству тоже можно разные интересные варианты придумать. Вот. Поэтому, так как частный дом представляет больше возможностей реализации идей, то мы рассматривали именно покупку частного дома изначально. Начали мы, еще это будучи в Москве, смотрели сайты объявлений, выписывали в разных городах, смотрели и Самбор, и Палич, и Субботицу, много Зринянин смотрели, Меленцы смотрели. Сразу отклонили Белград и Нови Сад, потому что у нас был все-таки бюджет небольшой, 25 000 евро. Вот, и мы как-то хотели влезть в этот бюджет. В Белграде, в Нови Саде ничего такого не купить. Главным из критериев у нас было то, чтобы местность, в котором будет дом, она была достаточно цивилизованная, чтобы это было там не глухое село, потому что все-таки сын 11 лет, ему нужны какие-то кружки, ему нужны развивашки. Дальше, если он будет проходить обучение, то уже должна быть старшая школа, то есть это колледж, техникум какой-то, чтобы это было не совсем глухое село, из которого невозможно добраться. А такие есть в Сербии, например, есть села, в которые там не ходит автобус. И то есть только на машине ты можешь куда-то уехать, собственно. А это не очень удобно. Также мы сразу отклонили Южную Сербию, потому что это все-таки гористая местность, а мы больше склоняемся, такие равнинные жители, больше склоняемся к полям, лесам, хотя в Сербии лесов не так много. В общем, мы думали, в итоге поняли, что дистанционно это очень сложно решить, и решили, что муж летит в Сербию, дальше на месте уже будет смотреть какие-то варианты домов. Самым оптимальным вариантом был перелет в Ниш через Стамбул. Разница по цене была где-то порядка 15 000 рублей, поэтому, да, решили потерять один день, но при этом, тут немножко сэкономить. Прилетев в Ниш, Сергей немножко там погулял, осмотрелся, поужинал, переночевав,
поехал на автобусе в Белград. И дальше уже в Сремскую Митровицу, где он заранее уже договорился о съеме квартиры. Так как муж оказался в Сремской Митровице, то решили начать осмотр и поиск дома в этой местности. Муж походил, посмотрел, дома там были хорошенькие, но и ценник был не под наш бюджет. В пригородах тоже достаточно большие цены были, потому что очень удобное сообщение. Сремская Митровица с Белградом соединяется электричкой, которая ходит достаточно часто по сербским меркам. И в пути 1 час. До Нови Сада 1:20 ехать. Тоже достаточно удобно расположено, но мы не нашли то, что искали. И поэтому решили, что он уже поедет в Зринянин. Это был уже наш следующий вариант локации. Приехал в Зринянин, немножко осмотрелся там и поехал в пригород Зринянина, село Меленцы. Достаточно крупное село, и там были интересные по ценам домики. Походил, посмотрел, но ничего не понравилось. Разные были варианты, но как-то вот из того, что смотрели, нам не подошло. Но Меленцы мы отклонили из своих планов, так как поняли, что не очень удобное транспортное сообщение. А так как мы на тот момент были без машины, и как будет ребенок добираться до школы, до кружков, до каких-то до высшей школы, то есть это сложно достаточно. Поэтому решили Меленцы рассматривать и смотреть уже чисто город. Пусть это будет какой-то дальний район, но это будет в черте города. Поэтому начали более внимательно смотреть объявления уже в городе Зринянин. Так как муж туда приехал на 2 дня, то на 2-й день он, созвонившись с агентством, договорился с ними и поехал смотреть объявления, поехал смотреть дом, который продавало агентство. Тут получается, что сербы, они не очень любят заниматься продажей недвижимости, они в основном делегируют это агентством, и агенты уже, соответственно, беря комиссию, занимаются продажей недвижимости. В общем, тот дом, который показал агент, в принципе, был неплохой, за 24 тысячи, но он был совершенно пустой. Были по нему недостатки, были трещины достаточно крупные, не было отделки дома как такового. Ну, как вариант, мы рассматривали этот дом. И так как рядом еще было объявление о продаже дома на сайте «Купуем-продаем», это типа нашего Авито, то муж решил остаться, попрощался с агентом и остался вот в этой местности, где тоже продавался этот дом, и решил самостоятельно посмотреть его. Он дошел до него, в принципе, снаружи посмотрел, созвонился с собственником, договорился о том, что они приедут, его покажут. Цена была привлекательная, всего лишь 15 тысяч евро. Далее я вам покажу видео, которое снял муж во время осмотра этого дома. Так, тут трещинка прилично. Тут надо делать сток. Тут надо делать, чистить сток. Тут счетчик. Это вот бойлер торчит, сток. Тут надо
Это сарайчики, курятник. Это участок с деревьями. Так, с этой стороны. Тут уже все есть для работы. Тут трещинка приличная. Тут надо делать крышу, замазывать все, усилять возможно. А тут коптильня. Так, дом. Тут надо стекло эти менять будет. Пол бетонный. Так, тут комнатка с мебелью. Маленькая. Все закопчено, но ничего. Дверь. Тут комнатка еще одна. И еще одна проходная, как зал. Тут, в принципе, все более-менее. Трещинки есть, холодильник. Тут кровать. Какое-то белье даже есть, шкаф. Зонт, часы, все, в принципе, для жизни есть. Это для ванны этот шкафчик. Стулья. Так. Это печка. Ну, надеюсь, она работает. Кухня. Так, коридорчик. Тут тоже есть инструмент уже. Надеюсь, оставит. Вот кухня. Так, а вот здесь типа ванная. Хотя не знаю, здесь ли ее делать. Вот тут бойлер. Вода есть. Только она никуда здесь не течет. Опрыскиватель даже есть. Вода есть, но куда она идет? Никуда. Так, там чердак. Вот плита. Так, куда? Баллон даже есть. Здесь еще одно помещение. Типа кладовки. Короче, надо думать, где ванную делать. Вот плита, здесь вот вода. Это типа кухня, ванну, по идее, можно. По идее, здесь. Ну, либо. Получается, тут 3 комнаты. Коридорчик. Ну да, наверное, так. Тут канализация. Ну, окна более-менее, кстати, целые. Трещины есть. Так, ворота. Тут елка, большая елка. Так, ну копать надо канализацию, получается. Есть труба для печки. Ну да, кухня здесь, а ванну надо делать. Где тут вообще нет? Бойлер. Тут какая-то типа низинка. Тут сарай. Тут всякое барахло. Еще трубы для печки. Вот он туалет. Тут типа свинарник, курятник. Даже какие запчасти. Это курятник, есть дрова на какое-то время. Так, тут тоже курятник, тоже какие-то инструменты. Тачка есть даже. О, еще дрова. Тут дрова, отлично. После осмотра Сергей поехал обратно в Стремскую Митровицу. Мы начали обсуждать, насколько мы хотим ввязываться в ремонт этого дома, потому что, как вы видите, там надо было ремонтировать все, и стены, и пол, и потолок, двери, окна, в общем, все. Зато изначальная цена была 15 тысяч. В общем, мы решили поразмыслить, подумать,
Конечного ответа мы пока не дали. А о чем решили, я вам расскажу в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, будет много интересного.